Слава Украине, привет всем от Полонского. Ребята, бавовна, ну или гойда. Тут черт разберешь, то ли гойда, то ли бавовна, но эффект потрясающий. Называйте как хотите, что называется. Только что, где-то полчаса назад, был взорван склад 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Фашистской Федерации, кажется, в Киржачском районе Владимирской области. Ребята, это за Москвой. Чтобы вы себе представляли расстояние, это километров 100 за Москвой, может даже больше. То есть, что туда долетело или как оно получилось, об этом мы вам еще будем рассказывать и докладывать со временем. Но с моей точки зрения, скорее всего, это все... Для дрона абсолютно достижимое расстояние. Сразу скажу, дрон мог долететь, не вопрос. Вообще не вопрос. Но мне почему-то кажется, что там сработали партизаны, подпольщики, антифашисты. Может быть, боевые биоизмененные жучки-таракашки, которые долетели в правильное время, в правильное место. И там такой бабах, ребята, это надо видеть. Это просто греет душу, это радуется сердце. Это вообще, ребята, садануло так, что до неба достал. Это взрыв, чтобы вы понимали, там находилось 105 тысяч тонн российско-фашистских боеприпасов. Все это луснуло с такой силой. Там оно подорвалось все сразу. Это все в небо ушло. Табор уходит в небо. Фильм такой, помните, да? Вот, и здесь арсенал ушел в небо. Короче говоря, бабахнуло так, что километров за 10 повылетали окна в домах. Короче, там долбануло отличнейшим образом. Что там было? Да там было все. Там была артиллерия 152 мм, 122 мм. Там была баллистика. Там были ракеты .У. Там было очень много ПВОшных ракет, этих С-300, С-400, это все очень дорогие вещи. Там были боеприпасы ракетных систем залпового огня, типа Солнцепек, типа Град и так далее, и так далее. То есть вот это все там находилось. И все оно бабахнуло с невероятной силой. Еще раз говорю, вот этот взрыв, момент вспышки взрыва, это просто, как, я не знаю, ядерная бомба, еще что-то такое. Ну что они там хранили, черт его знает, кроме этого, может еще что-то было. Вот, это то, что наши знают. Вот, луснуло так, что там небо пополам раскололось, потом только тыщ, лусь, короче, ничего не осталось. Все это сейчас детонирует, красотища, ребята. Местные эти избиратели Путина драпают кто куда в 7 деревнях. В 7 деревнях Владимирской области вокруг этого всего дела объявлена эвакуация избирателей Путина. Короче, рассадят их сейчас в автобусы и отправляют к чертовой бабушке, потому что путинские снаряды угрожают самим избирателям Путина. Но ничего страшного, поскольку они сами избрали Путина, Путин их подорвал к чертовой матери. Вот так вот это все выглядит. Вот. А для нас это огромный плюс, потому что вот эти российско-фашистские боеприпасы, которые находились на этом складе, неминуемо бы полетели нам на голову, потому что Путин, у него разные были эти склады, но этот был довольно удаленный, мы там по нескольким складам уже приложились капитально. Все вы прекрасно знаете, это уже было и в Калужской области, и в Краснодарском крае. А до того как-то не доставали. Ну, далековато он был аж за Москвой, в Москве ПВО, ну и вся вот эта лабуда, короче говоря. Вот, ну вот видите, достали, разнесли в хламину, просто там все, дымину. Ну, ребята, это потрясающе, это просто душа радуется, знаете, заряд на целый день. Да, вот, значит, можете сами посмотреть внизу в описании к данному ролику. У нас на телеграм-канале есть ссылочка на все это дело. Вот, как это выглядит, грандиозно, поверьте мне. Да, так вот, рано или поздно оно и так оттуда летело нам на голову. Почему? Потому что то, что было поближе, мы уже, как говорится, был таргет, это была цель. Мы их коцнули. Ну, а те, что подальше, эти арсеналы, там же тяжело до них достать. Вот. И получается, что до него не доставали. И вот путинские эти вояки возили оттуда свои бандитские боеприпасы. Но больше возить не будут, потому что с неделю еще к нему нельзя будет подойти ни на чем, кроме как на танке. Ну, а потом начнут тушить постепенно там когда-нибудь что-нибудь. Вот, там, видимо, было и открытого хранения, и так далее, и закрытого хранения. Но взрыв, ребята, я говорю, это нечто колоссальное, и это тоже, знаете, запоминается надолго. Скажу еще один момент. Колоссальная разница. Сравните, что происходит. Они у нас стреляют по Сумам, подонки. По Сумам, по улице, по обычной улице. Они стреляют по Херсону. Вот сегодня попали по, скажите мне, по приемному отделению местной больницы. Ранены обычные люди, которые там пришли в больницу. По приемному отделению дрон запустили. Ну это блин, это отребье вот такое только поступает.
Сегодня ночь, Одесса. Куча дронов по жилым кварталам. Запорожье, Харьков. Что тут говорить, ребята? Беспрерывно вот это продолжается. Стрельба по гражданским, чтобы кошмарить людей. Вот. И посмотрите, как наши ответили. Ну, не наши, может, боевые хомячки, я не знаю, там что еще, как-то, может, как-то что-то, ну, неважно. Главное результат. Результат — удар по военной, законной военной цели, которая уничтожена со стопроцентной вероятностью. И сравните это вон сегодня с ударом по Херсону. Дрон в больницу прилетает. По Одессе. По жилым кварталам. А чтоб запугать? Не запугаете. Чтоб нас запугать, у вас не хватит складов.